Всем здравствуйте! Сегодня я хочу предложить вам связать вот такого симпатичного пасхального зайчика. Мы его будем вязать из плюшевой пряжи. Вот как игрушка смотрится со всех сторон. Этого зайчика вязать несложно, так как вяжем основу зайчика, вот такую овальную, как яйцо. Потом вяжем ушки, ручки, ножки, хвостик. Эти детали все у нас пришиваются к основной детали. И оформляем вот такую мордочку. Зайчик полностью устойчивый. Вот так стоит самостоятельно, без всякой опоры. И по сантиметрам, если замерять вот от ушек и до ножек, это до 15 сантиметров. Потому и расход пряжи на эту игрушку будет небольшой. Для пасхального зайчика я буду использовать желтую пряжу. Это Dolce Yarnart в 100 граммах 120 метров. И крючок возьму 4 миллиметра. Начинаем вязать основу. Делаем кольцо амигуруми. И в это колечко ввязываем 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Это мы провязали первый ряд. Вяжем второй ряд. Во втором ряду в каждый столбик предыдущего ряда нужно провязать по прибавке. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12. Во втором ряду 12 столбиков. Вяжем третий ряд. В третьем ряду будем повторять, вяжем 3 столбика. 1, 2, 3. И после третьего столбика прибавка. Так вяжем до конца ряда. Всего будет таких повторений 3, и в конце третьего ряда 15 столбиков. Четвертый ряд. Провязываем 4 столбика. 1, 2, 3, 4. И после четвертого столбика прибавка. И сюда же провязываем второй столбик. И так вяжем до конца ряда. 4 столбика прибавка. Всего будет 3 повторения. В конце четвертого ряда 18 столбиков. Пятый ряд. Провязываем, вяжем 2 столбика. 1, 2. И после второго столбика прибавка. Так вяжем до конца ряда. 2 столбика прибавка. Всего будет 6 таких повторений. И в конце пятого ряда 24 столбика. Шестой ряд без изменения провязываем 24 столбика. Вяжем их так по кругу. Седьмой ряд. 3 столбика. 1, 2, 3.
И после третьего столбика прибавка. Снова так вяжем до конца ряда, 3 столбика прибавка. Всего будет 6 повторений и в конце 7 ряда 30 столбиков. И вот с 8 по 12 ряд провязали по 30 столбиков. 8, 9, 10, 11 и 12 ряды. И вот я вставила глазки. Глазки у меня 10 миллиметров на безопасном креплении. Я их расположила между 6 и 7 рядами. И между глазками 3 столбика. И теперь продолжаем вязать 13 ряд. Начиная с 13 ряда у нас уже будут убавки. Провязываем 3 столбика. 1, 2, 3 и после третьего столбика убавка. Так вяжем до конца ряда. 3 столбика убавка. Всего таких 6 повторений. В конце 13 ряда 24 столбика. Наполняем игрушку наполнителем и продолжаем вязать 14 ряд. В 14 ряду вяжем 2 столбика, 1, 2 и после второго столбика убавка. Снова таких повторений 6 и в конце 14 ряда 18 столбиков. 15 ряд, 1 столбик и убавка. Снова таких повторений 6 и в конце ряда 12 столбиков. В 16 ряду нам нужно сделать подряд 6 убавок. И вот так довязываем до конца ряда. И вот такая основа для зайчика пасхального у нас с вами получилась. Эту дырочку, которая у нас осталась, мы ее потом зашьем и все спрячем. И теперь свяжем ушки. Набираем цепочку из 8 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И во вторую воздушную петлю от крючка провязываем 1 столбик без накида, в следующую 2 столбик без накида. Далее вяжем полустолбик с накидом 1, полустолбик с накидом 2, теперь 2 столбика с одним накидом, 1 и 2. И в последнюю воздушную петлю провязываем 5 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4, 5. Теперь будем вязать по второй стороне. И этот хвостик сразу будем вязывать вязание. Провязываем 2 столбика с накидом. 1, 2, 2 полустолбика с накидом, 1, 2 и 2 столбика без накида, 1 и 2. Теперь сделали воздушную петлю, развернули вязание и вяжем 7 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. Теперь
3 прибавки подряд. То есть из одного столбика вывязываем 2 столбика. Первая прибавка. Вторая прибавка. И третья прибавка. И далее довязываем 7 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. Этот хвостик отрезаем. Ушко будем слаживать вот так. Отрезаем, оставляя нить для пришивания. Вот. И второе точно такое же ушко вяжете самостоятельно. Теперь вяжем ножки и ручки. Они вяжутся одинаково. Делаем кольцо амигуруми. Ниточку так подтягиваем. И в это кольцо ввязываем 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Это первый ряд. Во втором ряду провязываем 6 столбиков. Один, 2, 3, 4, 5 и 6. Вот получается такая деталь. Хвостик сделаем немного короче, чтобы он поместился вовнутрь нашего изделия. И теперь провязываем за обе стороны 3 столбика без накида. Один столбик, второй столбик и третий столбик. Ниточку отрезаем так, чтобы у нас был хвостик для пришивания. И еще 3 такие детали вяжите самостоятельно. Свяжем хвостик. Сделали кольцо амигуруми. В это кольцо ввязываем 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Во втором ряду в каждый столбик предыдущего ряда провязываем по прибавке. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12. И в третьем ряду тоже провязываем 12 столбиков.
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12. И отрезаем нить тоже подлиннее, для того, чтобы мы могли этот хвостик пришить. Вот такая деталь. Теперь приступаем к сборке. У нас внизу вот осталась такая дырочка. Сейчас мы ее спрячем. Захватываем за передние стенки каждого столбика. Протягиваем так нитку. И теперь затягиваем. И в середину прокалываем и выводим где-то вот с любой стороны нашего изделия. И эту ниточку отрезаем. Дырочки никакой нет. Теперь будем пришивать ушки. Прикладываем к верхней части зайчика. Вот так. Прокалываем за столбики вот основной детали. Нитку подтянули. Теперь за ушко. Вот так за столбики основной детали и за ушко. Так пришиваем одну деталь. Можно сделать узелок и спрятать эту нитку. И рядышком располагаем вот второе ушко. И точно так же пришиваем второе ушко. Теперь будем пришивать лапки, ручки, ножки. Вот ручки я расположила на уровне вот ниже, чем глазки. Вот под глазками, то есть. И вот так расположила вот ножки. И теперь показываю, как будем пришивать эти детали. Тоже вот прокалываем за основную деталь. Теперь за столбики на ручке. Снова основная деталь. Столбики на ручке. Основная деталь. И столбики на ручке. Теперь, чтобы ручки вот так не болтались, также будем и ножки тоже крепить. Выводим иголку сюда. Теперь захватываем вот так через всю ручку, вот иголку прокололи, и делаем вот такой стежок. Вот ниточку подтягиваем, делаем узелок и прячем нитку в изделие. Так пришиваем остальные детали. Вот так смотрится зайчик после того, как пришили ручки и ножки. Теперь вот прикололи хвостик и пришиваем его точно так же, как пришивали вот остальные детали. Тоже прокалываем вот за основную деталь, потом за крайние столбики на хвостике. Снова основная деталь,
столбики на хвостике. Так пришиваем по кругу. Когда останется небольшое отверстие, берем наполнитель и наполняем наполнителем. Вот так зайчик смотрится после того, как пришили хвостик. Теперь берем розовую пряжу и будем вышивать носик. Носик я вышиваю прямо под глазками. Сделали петельку, и в эту петельку протягиваем нитку. Теперь прячем этот узелок в изделие. Вот его запрятали. И делаем такие стежки. И еще один стежок. И выводим ниточку сюда немножко пониже. Так, нам нужно по центру носика. Вот так. И делаем вот такую перемычку под носиком. И делаем узелок и прячем вовнутрь изделия эту нитку. И вот я вышила еще такие реснички у зайчика. И вот так смотрится готовая игрушка. Зайчик полностью вот устойчивый. Он может самостоятельно стоять без опоры. И вот такая игрушка сегодня у нас получилась. Всем спасибо за внимание. До новых встреч!